Вот я в Соль-Илецке. Всем здрасте, кстати. Границу. Ну, тут границу я перешел быстренько. Тут у нас пост гаишный. Поверните направо. Ну, там остановил кого-то легковую. Направо, направо. Прямо 60 километров. Стану тоже прям, блять, вот прицеп-то у меня же длинный. Просто хотел показать, тут один меня спрашивал, там это, ну, водитель наш, говорит, а где там пятерочка, сколько раз проезжал, ни разу не видел. А прямо тут, на трассе, просто на трассе тут у пятерочки не встать. Вверх ограждение и узко. А мы сейчас повернем налево, на стоянку. Ее, в принципе, даже и не видно отсюда. Вот куда легковая завернула, нам туда. Дорогой водитель, сэкономь свое время и деньги. Мы поможем тебе избежать штрафов на дороге. Посетите наш офис, где квалифицированные специалисты застрахуют Ох ваш ты, а ее автомобиль. снесли. А, вон там. Вон там. Мы поможем с оформлением маршрута. Да заебала ты. Пополнение. Вот за этим строящимся зданием пятерочка. Вот видите, ее даже не видно. А там остановиться негде. Мне где-то, ну, метров 800, ну, может быть, километр. И стоянка по дорожной сети внутри тут. Тоже многие, что типа там внутри, далеко где-то, непонятно, боятся ехать, но там очень хорошая, ну, по мере вместимости очень хорошая стоянка. Так, куда нам приткнуться-то? Куда нам приткнуться? Я сейчас сюда приткнусь нахер. Вот так вот нахуй я приткнусь. Извините за мат, вот так вот я приткнусь. Ездят все там, объезжают, а я сюда приткнусь. Да, схожу в пятерочку, затарюсь продуктами, потому что перед Новым годом хрен знает, как магазины будут работать. Да, тут метров сейчас вот, где легковая едет, принимать правее, там дорога уходит. Туда вот туда вот дорога уходит. Да, легковая вот туда пошла. Ну, там стоянка. Вот я, как и говорил, за этим строящимся зданием пятерочка. Видите, ограждение везде. Встать на машине невозможно. Заехать сюда не вариант вообще. Заезжать. Ох. Пришел я в кафешку в Соль-Илецке. Так, ничего, нарисован-то классно. Рисунки прямо на стене. Я супику заказал до салату. Перекусить. Местного времени где-то около 6 вечера. А мне спешить некуда. У меня 960 километров на 2 дня. Всем привет, всем доброе утро. Я в Соль-Илецке. Хотел вот показать, что же мы, Россия богатая, блядь, на недрах. У нас, блядь, печки, блядь, в многоквартирных домах стоят. Сейчас только увидел. Она даже вон дым там идет немножко. Да, это Соль-Илецк. Я ночевал здесь.
Убираюсь я со стоянки. Сегодня пришлось автомобиль заводить утром. Он туго-туго, но все-таки завелся. Как тюлень. Но, блядь, схватил. Я думал, пизда уже будет. Холодно. Сколько у меня простоял я? Часов, наверное, 12 у меня на автономке он простоял. Вот он еле завелся. Выезжаем мы на центральную дорогу, на трассу. И погоним. Заправимся в Бавлы и до Казанской объездной. Там в тех роликах я говорил, что у меня лопнул диск. Я созвонился с начальником колонны. Короче, по шинной лиге туда приеду, звоню начальнику, начальник звонит им, чтобы они поменяли диск. Надо будет еще позвонить, куда старый диск девать. Таскать его с собой тоже не камильфо. Так что на базу можно, в принципе, не заезжать. Ладно, двигаемся. Привет. Холодно? Пипец. Хотел показать. Вот новое крыло. Ставили совсем недавно. Опять трещина пошла. Я не знаю, что-то. Качество пластика такое, что ли. И буквально вот, наверное, пару часов назад. Потому что утром машину обходил, все нормально было. И подтеков никаких не было. Вот эти потеки совсем недавно. Буквально вот съехал с Солилецка. Сколько я проехал? 4 часа вот на стояночку стал покушать. И вот. Сейчас обходил машину, осматривал. Льду везде, это вообще капец. Как их? Надо 4 часа где-то, да, не то что 4, где-то совсем недавно трясло. Там за фурой кафешка. Холодно. Фу. Ну что у нас творится на дороге? Это от Альметьевска отъехал в сторону Казани. Метет не по-детски. Ветер вообще сумасшедший. Где пролесок проезжаешь, все вроде ничего. Если поле, то все. Да, ну и предупреждали МЧСники. 2 смс-ки подряд было. Ветер, порывы ветра от 21 до 23 метров в секунду. Едем до Казани. До Казани мне 170 километров. Не до Казани, до места стоянки. На Казанской объездной буду вставать. Уже о круизе нечего мечтать. Еду ногой, регулирую. Да, при такой погоде что-то я очкую на круизе ездить по такой погоде. Когда сухо, ой, как завихряет, о. Сильный ветер. Ну, что творится? Дороги не видно. Как будто туман, но это снег. Снег с ветром. Не, через камеру, кстати, вот смотрю на камеру, через камеру видно охуенно. А так вот глазами плохо видно.
Блин, ехать невозможно. 40 километров снизились. Мы все уже знаем, что в технологии кровли можно приобрести кровлю. Да, и погодка навсадить чудит. комплектующий. А что-нибудь новенькое Чудит можете погода. предложить? Конечно, мы можем предложить вам заборы, навесы и любые сварные изделия, как стандартных вариантов, так и индивидуальных форм. Так, вот это уже интересно. Технология Кровли, Альметьевск, улица Базовая, 7, телефон Хрена спереди не видит. 400. Хоть дальний, хоть ближний. Телефонные главной службы радио Виктора 372 99 и 2. Без возрастных ограничений. Радио Любовь. Без возрастных ограничений. Да. Погодка чудит сегодня. Машина буквально в 20 метрах от меня. Одно пятно, не видно ни хрена. Все, вообще крадусь. Вообще ни хрена не видно. Объект 22. В поиске новых измерений. Я не знаю, почему такой эффект. Вот на камеру смотрю. Через камеру экрана видно хорошо. 20. А вот, блядь, ебать. А так вот, ой, ебать, и где, куда я еду? Я хуй знает, куда я еду. Где дорога, блядь? Ёбаный рот. Все нахуй, 10 километров в час, меньше. Ни хрена, ёбаный рот. Надо вырываться с этого плена, блядь. Она еще и буксует, блядь. Блядь, ориентируюсь только на этот, на ограждение по встречной полосе. Со своей стороны я вообще не вижу ограждения. О, нихуя, я на встречке, блядь. Ну понятно, на встречке. Да, вот это погода. Ёб, вот в сторону. Ебать. Куда ехать-то? Куда ехать-то? Вот фуру ты идешь, ты вообще видишь что-нибудь, нет? Ни хрена я не вижу. Всем привет. Привет. Я в Кулаево стою. Вот. Помните, я говорил, что у меня диск лопнул. Диск заменили на шинке по дорожке. Еще мне нарезали плечи на ведущих. Были сплошняком. Сейчас плечи нарезали на ведущих колесах. Будем рвать снег. Ну, у меня до Чебоксар максимум 200 километров. Разгрузка только завтра. Сейчас пойду, наверное, в душ схожу. Ну, тут тоже нарезали все. Классно. Плечики. Вчера было ужасно. Очень ужасно. Ехали, в какой-то момент даже останавливались. Просто дороги не видно. Перед тобой сплошняком стена снега. И ничего не видно. Вот мы на этой стояночке остановились. Ирбис по дорожной сети. Ну, вот тут на стоянке машины стояли, то видите, вон сколько намело. Вон почти по калоши миллионники. Да, мы в миллионниках ходим. Ладненько, отдыхать будем.
А, тут еще хотел сказать, в кафе пускают только по этим QR-кодам. Я заходил на заправку. Опа. Ну там кофе бесплатно утром, если ты по дорожности стоишь. Вот. Я ходил в этот заправку, кофе брал. Что, бесплатно, на халяву, почему нет? Так, смотрел в кафе ни одного человека нет. Чего они этими кодами добиваются? Люди просто не стали ходить, вот все. А на шинке тоже пока делали. 2 кружки кофе мне бесплатно выделил. Ну там вот через аппарат жетон, он жетон дает. И выбираешь себе кофе. Тоже неплохой сервис. Ладненько, будем отдыхать. Вчера ночью вся стоянка была забита. Вот машины так стоят, да, вот допустим, здесь стояли. И вот на этом промежутке, вот где сейчас пусто, тут все было забито. А я вот где они выезжают, машинки, вот где они выезжают, я там стоял. Просто места не было. Я прямо на выезде стоял. От меня первый разбудил, наверное, во сколько? В часов в 5 утра. Охранник подошел. Говорит, отъедь, пожалуйста, на машинам выехать. Я говорю, да не вопрос, конечно, что. Вот, я тут 2 или 3 машины выехал, 3 вроде. Я на их место сунулся и дальше спать. Вчера вообще было ужасно. Снег везде, все стоянки забитые. Никто не едет. Говорят, там вот мы-то проскочили, а от Альметьевска до Шали, говорят, где-то 30 машин встали, что ну просто уже невозможно ехать было. Не знаю, правда, неправда. Ладненько, отдыхаем пока. Отдыхаем. Что, неплохой такой душик. Вода горячая. Тепло, главное. Вода горячая, все хорошо. Чисто. 2 зеркала. Там, там. Помылись. Отлично. Что-то полоса непонятная. Ладненько. Ребята, сейчас останавливался в туалет сходить. Да, но не в этом суть. Это, ну, естественная потребность. Суть вот в чем. Но, блядь, остановился ты так же, блядь, ходил в этот туалет. Вон она мусорка, блядь. Сука. Вот среди наших коллег вот есть такие суки. Прямо из кабины стоял, выкинул на землю, все нахуй. Вон мусорка, блядь. 5 шагов сделай. А мы еще ругаем власть, блядь. С себя надо начинать, нахуй. И среди нас есть паршивые овцы. Ну да, как-то так. Ну что, друзья, вот мы и приехали. Тара и упаковка называется предприятие. Время 10 вечера. Но так как я выспался днем, я ремешки все сниму. Тут сугробы вон такие. Попробую фонарик включить. Так, где у нас фонарик? Так. Что, нет фонарика, что ли? Не понял. Не понял, где фонарик. Короче, вот с колена сугроба. Тут не чищено ничего. У меня ж на лбу фонарик-то есть. О, через сугробы пробираться. Ох. Так как я выспался, я сейчас ремешки все сниму. Сказали, здесь на этом пандусе разгружать будут. Так. Давай перчаточки оденем. Перчаточки оденем. Вот раскрыл я. У меня тут нехило снега-то задувало. Задувает снег, значит.
Это не есть хорошо. Опа. 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 Так. Не есть хорошо, да? То у меня лапа чуть не оторвалась, я ее снял. Опора. Так. Снимем сейчас ремешки. Ну, говорят, разгружают быстро. Так что... А попрыгала. Съехала вот эта чушка. В бок съехала. Ладненько. Ну вот я их разложил опять. Ой, блядь. Все по фэншую. Все аккуратненько. Складываем манатки. Ну, теперь можно отдохнуть. Ремни снял. Будем отдыхать. Есть тут вариант. Мы раньше возили с этого. Ай, как скажу, я скажу. Что такое не закрывается? Ну-ка, давай-ка закрывайся. Что-то не хочет закрываться. Опа. Походу все. Опа. Все во льду. Так. Где там отверстие? О. Все, закрыл. Да, сугробы, блядь, большие. Есть вариант. Раньше возили с Новочебоксарска. Эти. Как их? Ой, память. Солнечную батарею его в этот, в Жанна-Карган. Есть вариант загрузиться там. Было бы вообще отлично. Трасса хорошая там. Бежать мне тоже километрах 1003 где-то. Нормально было бы. Там трасса хорошая. Ну и расценка хорошая. Ой, немножко снежку попало. Ой. Хотел похвастаться. Штанишки купил себе. Такие, как хотел. Не теплые и не продуваются. Не, их-то можно везде найти. В плане того, что по трассе-то в магазинах можно. Но все стоит, я смотрел, 1150, 1000 там, 1170, 1300 даже видел. Жаба душит. Вот, а ходил сегодня-то вот. Это в Кулаево на стоянке, это делать нечего было. По магазину-то шарился. Вот, смотрю, стоят такие, какие хотел, мой размер 800 рублей. Почему бы не взять? А продавщица еще говорит, они маленькие, никто их не берет, они уже больше года у них висят. А я аккурат маленький. Ладно. Весь в снегу, весь во льду. Я хотел ему вайки долить. Не открывается собака. Не знаю, что такое. Здесь отщелкивается. Там не может. Не знаю, что делать. Теплой воды наплескать туда. На замок. Ни туда, ни сюда. Замерз. Я думаю, что замерз. Ладно, пойдем отдыхать. Завтра разгрузят. Все равно что-то будет. Какая-то заявка. Так все равно не оставят. Ладно. Пошел я отдыхать. Спокойной ночи. Увидимся.